Лекция 10. Телепатическое хотение. Я не желаю отнимать у вас время, доказывая вам существование телепатии. Психология сделала в направлении такие успехи, что не только изучающие ее убеждены в ее существовании, но и общая масса настолько хорошо знает, что считает ее непреложным фактом, подобно лучам и беспроволочному телеграфу. На самом деле люди всегда верили в возможность передачи мысли, последние же научные опыты в области телепатии содействовали лишь укреплению их веры. Поэтому цель настоящей лекции заключается не в том, чтобы доказать вам, телепатия или передача мысли является действительным фактом, а в том, чтобы дать вам понятие о способах применения ее для его блага. Всякая мысль, как произвольная, так и непроизвольная, вызовет мыслительные волны или колебания, распространяющиеся в пространстве. Эти колебания производят большее или меньшее действие на окружающих. Существует способ направлять в прямом направлении духов мыслительные колебания на другое лицо и благодаря этому обращать на себя его внимание. Подобный способ в сравнении с обычным беспорядочным посыланием мыслительных волн представляет то же самое, что и нарезная пуля в сравнении с зарядом из дроби. Нарезная пуля стоит много выше, если только вы умеете целить. Некоторые учители ментальной науки обладают замечательным даром телепатического хотения, так что многие из достигнутых ими результатов кажутся невероятными для тех, кто еще не ознакомился близко с законами, управляющими мыслительными колебаниями. Таких результатов они, конечно, достигли благодаря многолетним занятиям, опытам и особому образу жизни, резко отличающемуся от образа жизни обыкновенных людей. Мне кажется, что лишь очень немногие из моих читателей возымеют желание так дорого заплатить за такие достоинства. Может быть и хорошо, что эту силу не так легко приобрести, так как в противном случае многие, овладев ею, употребляли бы с дурными целями. Я знаю некоторых обладателей этой поразительной силы и присутствовал при изумительных проявлениях передачи мыслей, при этом я дал обещание друзьям сохранить все в тайне, поэтому, конечно, я вынужден молчать. Кроме этих соображений, без сомнения, было бы неблагоразумно передавать и распространять такого рода вещи, благодаря которым бесчестные лица приобрели бы возможность проявлять свою волю на окружающих. Однако некоторые подробности этого тайного знания были уворованы и ими стали злоупотреблять. Иные совершенно случайно узнавали кое-какие из основных принципов. Тогда они начинали исследовать их, насколько это допускали их ограниченные познания, при этом они часто получали такие результаты, которые поражали и изумляли их. Однако цель настоящего руководства заключается не в том, чтобы приготовить из отдавшихся ее изучению жрецов тайного знания, мистиков, йогов или чародеев, а в том, чтобы сообщить им точное знание законов личного влияния при помощи упражнений с духовными силами, то есть, говоря иначе, личного магнетизма. На основании этого я не намерен подробно рассматривать удивительных явлений, вызванных по желанию изучившими настоящую науку, а просто желаю дать вам понятие о практическом применении телепатического хотения, которым вы можете пользоваться в своей повседневной жизни. Я научу вас лишь способности привлекать к себе внимание того лица, на которое вы намереваетесь произвести известное влияние, хотя бы данное лицо находилось от вас на расстоянии более чем 100 верст. Если вы пожелаете большего развития, то вы, конечно, можете совершенствоваться далее, но я предупреждаю вас, что достижение высших степеней этой науки очень нелегкая задача. Первая степень, о которой я сейчас буду говорить с вами, почти не представляет затруднения для достижения, нужно только понять теорию, остальное сделает практика. Я уже раньше указывал, что каждая мысль производит колебания, которые распространяются подобно кругам, получающимся от брошенного в воду камня. Мысли действуют на людей во всех направлениях. Если вы бросите камень вдоль поверхности воды, то круги будут образовываться по тому направлению, по которому брошен камень. Также обстоит дело и с колебаниями телепатического хотения, если сравните их с колебаниями обыкновенной мысли. Предположим, например, вы привлекаете к себе чье-либо внимание для того, чтобы согласно своему желанию расположить к себе данное лицо. Вы должны упорно думать о своем желании вызвать в нем интерес, и если вы немного знакомы с духовной наукой, то вы при этом предполагаете, что он интересуется вами. При таком образе действия вы без сомнения будете направлять вперед и сильные мыслительные колебания во все стороны, конечно, некоторые из них в большей или меньшей степени коснутся и нужного вам лица в зависимости от степени вашего преобладания над ним. В лучшем случае он будет воспринимать не более сильные импульсы, чем те, которые воспринимает какое-либо другое лицо, находящееся в известном отношении с вами. Но если с другой стороны, вы так будете управлять своим духовным телеграфическим аппаратом, что сильные колебальные импульсы будут направляться по направлению к данному лицу и посланное получит большую ясность, впечатление, вызванное колебаниями, будет сильнее. Для того, чтобы получить наилучшие результаты, вы обязательно должны выполнять упражнения в концентрации, указанные в настоящем руководстве. Конечно, вы достигнете некоторых результатов даже и без упражнений в концентрации, но последнее удесятерит ваши силы. Я думаю, что вы разовьете способность сосредоточиваться и будете выполнять упражнения. Теперь я перехожу к выполнению упражнений.
Вы намереваетесь на этих днях вести переговоры с кем-нибудь из тех лиц, кого вы желаете заинтересовать в своих планах и предприятиях. Может быть, этого человека вы до сих пор совершенно не знали или относились к нему совершенно безучастно, и между вами обоими не существовало до сих пор никакой связи. Вы уверены, что сумеете произвести на него влияние при помощи только что указанных способов, но вы желаете, если представится возможность, установить с ним непосредственное общение ранее своего с ним интервью или, говоря иначе, войти с ним в сношение Гаркти. Вы хорошо сознаете, что вероятность успеха вследствие этого значительно возрастет, раз вы установили сношение Гаркти с мужчиной или с женщиной. Вы уже тем самым приобрели существенное преимущество, так как после этого данное лицо безусловно охватит иногда довольно значительный к вам интерес. Лучшим способом, которым при подобных обстоятельствах вы должны пользоваться, является установление мысленного общения Гаркти с ним при помощи телепатического хотения. Прежде всего для этого вы должны удалиться в спокойное место, там вы можете лечь или сесть комфортабельно на стул. Расположитесь как можно удобнее и приведите свои мускулы в расслабленное состояние, предоставьте своему телу ослабнуть до такой степени, чтобы оно лежало подобно мокрому холсту и вы совершенно бы позабыли о нем. Успокойтесь и приведите свой ум в пассивное, спокойное состояние, стараясь ни о чем не думать, вообще отбросьте все смущающие и волнующие вас мысли. Всего этого вы легко достигнете при помощи концентрации и сосредоточения. После того, как вы выполните эти условия, думайте напряженно и одновременно спокойно о том лице, с которым вы желаете вступить в дело. Вы не должны хмуриться и сжимать кулаки, погрузившись в глубокую думу, вы всегда должны сохранять пассивное и расслабленное состояние, ваше напряженное положение должно отличаться спокойствием и уверенностью. Некоторую помощь в этом случае вам может оказать закрытие глаз и мысленное воспроизведение изображения того лица, с которым вы желаете вступить в общение. Если же вы никогда не видели данного лица, то создайте мысленно фигуру со смутными очертаниями. После нескольких попыток вы заметите, что умственное изображение становится для вас все более и более реальным, из этого вы можете заключить, что у вас начинается уже мысленное сношение с этим лицом. Когда наступит подобное состояние, то остановитесь на той мысли, что вы внушаете свои желания известному лицу, и при этом вообразите, что оно приводит их в исполнение. Ваше все воображение поэтому должен заполнять этот самый человек, и его образ является существенной связью между вами и созданной вами мыслью о его деятельности, удовлетворяющей вашим желаниям. Вы таким образом посылаете определенные мыслительные волны, они, конечно, распространяются кругообразно по всем направлениям, на данное же лицо они производят гораздо большее действие, чем на других, так как здесь имеет место непосредственное общение. Практика и упражнения помогут вам достичь большего. Вы можете иметь лучшие результаты, если вы вообразите, что смотрите через длинную трубу, равную приблизительно 1 футу в диаметре, вы при этом находитесь как бы на одном ее конце, а другое лицо на другом. Такое впечатление, его можно достичь при помощи концентрации, является верным признаком полного Гарктия и ясно указывает, что вы сумели устранить и внешнее влияние и вполне уже установили психический путь сообщения. Когда вы достигнете подобного состояния, вы должны уже быть безусловно убеждены в том, что оказываете сильное впечатление, за исключением того случая, когда человек, находящийся другого конца мысленной трубы, знает законы духовного преобладания. В подобных случаях он, заметив по признакам, что на не направлены мыслительные колебания, примет положительно позитивное духовное состояние. Чем пассивнее окажется в этот момент другой человек, тем лучше будут результаты. При небольшой практике вы разовьете в себе эту силу, так что вы будете каждым разом получать все более ясное впечатление и создано все более точное изображение другого лица. Обыкновенно необходима некоторая практика, прежде чем вы станете получать мысленное впечатление долгой трубы, хотя некоторые, посвятившие себя изучению, успевали в этом уже с первого раза. Вы, конечно, должны принять необходимое пассивное состояние. Следующий шаг выражается в том, чтобы произвести мысленное впечатление благодаря сообщению через трубу. Сначала вам представится слабое теневое кольцо, кольцо это постепенно будет делаться отчетливее и наконец образует форму открытого конца трубки. Трубка будет становиться все длиннее, впоследствии вы будете в состоянии ясно видеть через всю ее громадную длину. Появится такой результат после нескольких упражнений, при этом постоянно практикуясь, вы приобретете способность получать подобное впечатление в любое время. Приобретение умения воспроизводить мысленные образы очень тяжело и затруднительно. Вы можете иметь хорошие результаты и без применения трубы, однако лучшие результаты получат те, кто окажется способным воспользоваться ею. Я считаю необходимым здесь обратить ваше внимание на то, что вы обязательно должны развить в себе положительное ментальное состояние, так как, только обладая им, вы можете достигнуть лучших результатов и предохранить себя от постороннего влияния. Когда вы почувствуете признаки постороннего влияния, то вы должны мысленно произнести «Я есть». Эти слова придадут вам особую психическую силу, благодаря которой вы станете невосприимчивым к мыслительным колебаниям.
Благодаря полному уяснению и пониманию своего собственного «я» вы окружите себя целыми потоками мыслительных волн, которые защитят вас независимо от вашего духовного развития от постороннего ментального влияния. До тех пор, пока вы вполне не овладеете этим понятием, вы должны на некоторое время задержать течение мысли, подкрепить свое собственное «я» подтверждением «я есть», сопровождаемым мысленным представлением своего реального существования. Духовный образ собственного «я», окруженный благоприятствующими ему мыслями, устраняющими посторонние колебания, сам по себе вызовет умеренный ток, который до тех пор, пока не исчезнет мысль, будет производить небольшое действие и благодаря этому защитит вас от внешних колебаний. Вам безусловно необходимо практиковаться в вызывании этих мысленных образов, так как вы получите в результате большую от этого пользу. Как только у вас явится желание остаться наедине и отдаться всецело своим мыслям без всякого влияния с чьей-либо стороны, то вы должны сесть, устранить от себя все колебания. Согласно выше данным указаниям, в скором времени вы сильно удивитесь той ясности мысли, которая у вас наступает. Я намереваюсь в следующей лекции беседовать с вами о действии мыслительных колебаний, поэтому не будет лишним указать вам здесь, что мыслительные колебания посторонних распространяются по кругам и вследствие этого оказывают на вас, даже и в том случае, если они намеренны и не направлены на вас, известное действие. Природа одарила нас инстинктивной силой сопротивления, и все-таки мы более или менее подчиняемся влиянию мыслительным колебаниям окружающих. Часто то самое мнение, которое мы считаем своим, представляет собой повторение мнения окружающих нас лиц. Перемена места жительства влечет за собой изменение взглядов на религию, политику, этику и т.п. Это обусловливается общим впечатлением окружающей среды, которое сопровождается комбинированностью мыслительных волн новых соседей. Если вы несколько подумаете об этом, то вы вспомните множество примеров подобного рода. Волны народных чувств проносятся по всей стране, производя известное влияние на каждого, исчезают они так же внезапно, как и появились. Мирную толпу можно всегда легко превратить в дикое скопище. Все это вполне естественная вещь. Взгляды и мнения каждого человека зависят от большей или меньшей степени напряжения мыслительных, доходящих до него волн. Вы скоро убедитесь в этом, как ценно знание, при помощи которого вы всегда будете способны устранить от себя, по своему желанию, внешнее влияние. Оно даст вам возможность единственно руководиться своим собственным разумом, суждением и расположением. Вы не должны легкомысленно относиться к этому, так как со временем это знание окажет вам существенную пользу. Бывают моменты, когда ясное мышление имеет особую важность в жизни каждого человека. Могучая сила будет вас принуждать к известному действию, и вы будете находиться в нерешительности относительно того, что нужно делать. Вы должны остановиться на лучшей мысли. Способ найти таковую заключается в том, чтобы окружить себя охраняющими мыслями, находясь в безопасности в своем собственном мыслительном замке. Вы легко тогда уже решите, что лучше следует делать. Многие из лучших ваших решений обусловлены именно таким способом, поэтому вам следует всеми силами стараться овладеть этим искусством. Вследствие своего желания указать способы для защиты, я немного уклонился от своей темы. Теперь мы снова перейдем к беседе о наступательных приемах. Мы предположим, что вы уже вполне выполнили все указания, касающиеся установления непосредственного мысленного общения с лицом, пользуясь для этой цели телепатическим хотением. Когда позднее он будет находиться в вашем присутствии, вы найдете, что он интересуется вами гораздо более, чем прежде. Он будет действовать так, как будто бы хорошо знал вас и был знаком с вами уже много лет. Благодаря всему этому вы будете чувствовать себя у него как дома. Я не говорю, что он по необходимости обязательно сделает так, как вы хотите, вы еще не достигли такого совершенства, но все же он выразит наклонность идти навстречу вашим желаниям. Конечно, вследствие его расположения к вам ваши дела пойдут гораздо лучше, чем вы ожидали. Само собой разумеется, повторение упражнений телепатическое хотение будет содействовать облегчению дела. Вам не следует только никогда приходить в отчаяние от возможных неудач, будьте всегда осмотрительны, и успех явится скорее, чем вы его ожидаете. При всех свиданиях сохраняйте полное достоинство, уверенное обращение и не забывайте пользоваться силой своего взгляда. Последний часто восстанавливает общение, ранее установленное при помощи телепатического хотения. Он снова восстанавливает условия Гаргти-А и направляет результаты свидания к желаемому вами исходу. Вы должны пользоваться обстоятельствами и научиться применять ранее указанные способы при совершенно различных условиях. Приведенный пример является лишь образцом, но принципы его вполне верны, и их можно прилагать, конечно, с соответствующими изменениями при всех таких случаях, когда вам желательно произвести какое-либо влияние на расстояние до встречи с ним. Принцип будет одним и тем же во всех случаях. Те из посвятивших себя изучению, которые с полным вниманием отнеслись к этим лекциям, откроют в них много такого, что совершенно ускользнуло от обыкновенного читателя. Последний будет читать между строк. Если вы стоите на верном пути, то при каждом новом прочитывании настоящей книги содержание ее будет казаться вам все полнее и полнее.
Вы будете встречать в ней новые идеи всякий раз, как только перейдете к новому уроку. Обыкновенный же читатель, пробежав его, не поймет самой сущности. Он совершенно не примет во внимание тайны учения и найдет упражнения и объяснения ясными как тина. Это не требует доказательств. Каждый находит то, что ищет. Один человек желает найти залежи угля, другой, наоборот, стремится наткнуться на скрытые в земле алмазы, хотя уголь и алмаз имеют в своем составе одно и то же вещество. Просите и дастся вам, ищите и обрящите. В заключение этой лекции позвольте мне указать, что хотя сила духа, изображенная в настоящей и предыдущих лекциях, кажется удивительной, сила мысли, представляя собой все, что известно под именем притягательной силы мысли, далеко превосходит все то, что я говорил вам. Я постараюсь в следующей лекции выяснить вам сущность этого удивительного явления.